Всем привет, мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю ароматную и вкусную медовую ковришку с грецкими орехами и изюмом. Это настолько вкусная выпечка, что я ее публикую досрочно, без очередности. Медовый бисквит получается пышный, с интересной начинкой, которая приятно похрустывает и превращает любое чаепитие в маленький праздник. Шоколадная глазурь на сметане отлично гармонирует и делает ковришку с насыщенным шоколадно-сливочным вкусом. А готовится медовая ковришка очень легко и просто в один замес. По данному рецепту мед должен быть жидкий, изюм заранее промыл и обсушил, грецкие орехи порубил ножом, кефир разогрел в микроволновке до теплого состояния. В качестве растительного масла я использую кокосовое рафинированное. Вы можете использовать подсолнечное масло, масло авокадо или любое другое масло с высокой точкой дымления. В теплый кефир добавляю яйцо и сахар, перемешиваю ручным венчиком, чтобы сахар полностью растворился в кефире. Добавляю мед, если мед густой, разогрейте его до теплого состояния. Добавляю растительное масло, перемешиваю ручным венчиком, чтобы масса стала однородная. Добавляю все муку, корицу, кардамон, мускатный орех и соду. Перемешиваю ручным венчиком до образования однородного медового теста, без комочков. Друзья, спасибо всем, кто активно поддерживает канал Сладкий Мастер, ставит лайки, пишет комментарии и делится в социальных сетях. Благодаря вашей активности канал быстро набирает популярность на площадке YouTube, а меня это еще больше стимулирует делать интересный контент с рабочими и проверенными рецептами, которыми я делюсь с вами. Вот такое медовое тесто, которое напоминает взбитую карамель, получилось. В тесто добавляю грецкие орехи и изюм. Перемешиваю ручным венчиком, чтобы все ингредиенты равномерно распределились в медовом тесте. Медовое тесто с начинкой уже очень ароматное. В силиконовую форму вливаю все медовое тесто. Силиконовая форма может быть любая по диаметру и форме, без особых требований. Если вы готовите в обычной металлической форме, тогда дно формы необходимо выстелить пекарской бумагой. Силиконовую форму с тестом перемещаю на противень. Форму с тестом убираю в разогретую до 170 градусов духовку на 1 час. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой. Приступаю к приготовлению шоколадной глазури на сметане. В сотейник со сметаной, установленный на огонь, добавляю сахар и какао. Тщательно перемешиваю, чтобы сахар полностью растворился в горячей сметане. А как сделать очень вкусную шоколадную глазурь на молоке, вы можете посмотреть по ссылке в этом видео. Добавляю сливочное масло и перемешиваю. Как только масло растворилось, непрерывно вымешиваю глазурь до закипания, но не кипячу. Переливаю шоколадную глазурь в отдельную емкость для остывания. Выпеченной ковришке даю полностью остыть, чтобы глазурь быстро не стекала с выпечки. На остывшую ковришку с помощью чайной ложки наношу чуть теплую глазурь. Густоту глазури определяйте самостоятельно на глаз. От этого зависит интенсивность подтеков. Шоколадная глазурь на сметане должна стекать плотно и густой струей. Если глазурь стекает тонкой струйкой, значит она недостаточно остыла и при нанесении будет стекать тонкими каплями. Обратите внимание, какими плотными каплями спускается глазурь с ковришки, не соприкасаясь с доской. Медовая ковришка получилась очень вкусная и ароматная. Нежная текстура медового теста с орехами и изюмом делают эту выпечку превосходным поводом, чтобы попить чай или кофе. Шоколадная глазурь на сметане превращает ковришку в изысканное изделие для всех ценителей домашней выпечки с шоколадом. Обязательно приготовьте и удивите всех медовой ковришкой с шоколадной глазурью. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки, комментарии, тем самым вы продвигаете канал.